Почитай. Государева. С Москвы на службу под Азов всего же месяца 18 числа. А нас не зовут? Позовут. Не нынче, так завтра, не завтра, так послезавтра. Еще навоюемся, Сильвестр. Сие только начало. Приехали. А ну, вылезай, Егорша. Иди стучи, а то застынем на стуже этакой. Вот, и возвернулся я, Сильвестр Петрович. Сколько годков прошло, м? А сполохи-то в Архангельске все играют. Ишь, понастроил Прозоровской-то. Апраксин куда скромнее жил. Кого Бог несет? Князю воеводе, с царским указом из Москвы. Померли там, что ли? А ну, стучи! Эй! Эй! Взяли! Ну, давай. Тихо вы! Боярскую крепость порушите! А ну, отворяй! А ну, отворяй, а не то коровы подпалю! Отворяй! Негоже князь морозить царевых слуг. Сведает Петр Алексеевич, отучит. Топить баню, стелить дорогим гостям пуховые перины быстро! Отоспаться успеем, князь. Наперед прочти указ его величества, отписанный к тебе. Очки, пес! А ну, выйдите вон! У города Архангельского боярину князю Алексею Прозоровскому на Малой Двине речки построить крепость. Эту крепость строить города Архангельского и Холмогорского посадскими и всякого чина городскими людьми и уездных государевых властей и архиепископскими и монастырскими крестьянами, чьими бы кто ни был. Ибо в опасении пребываем, что король Свейский Карл великие беды нам учинит посылкой воинских людей кораблями для разорения города Архангельского. Значит, шведы, они идут, стало быть. Еще не идут, но весьма могут пойти, чтобы закрыть России выход в Студеное море. Об этом знает Бог и великий государь. И нам грешным сие знать надобно. Да как же мы совладаем при нашей скудости? Легкое ли дело? Крепость. Как построишь? Суди сам. Уж коли шведы нам под Нарвой урон нанесли, то и здесь побьют. Ей побьют. С крепостью побьют. И без крепости. Я царскому указу не судья. Что велено, то будет делаться, волею или неволею. А ежели кто мешать станет, отпишу князю Рамадановскому. Князь Кесарь умеет хребты ломать. Да что ты, сокол, как можно так рассуждать? Это он народишко болтает. Кто прибыл-то, князюшка? Антихрист. Ей-ей, глаза бесовские, табачищем навонял. Из тех, кто за море в Немеччину с этим дьяволом таскался. Да я не пойму, ты толком говори. Кто? Дурища. Велено от шведов брониться, крепость строить. Я уж ему и так окаянному, и этак. Не внемлет. С Верюгой Рамадановским пыткой грозится. Сам приехал, государь? Господи, Тумба, горе ты мое. Ах, ти погибнем мы. Тебя-то мне не жалко, подыхай, пожила. А детишек малых жалко. Не вой, не вой. Вставай, сало. Казну прятать надо. Богопротивник. Рода именитые
исчезнет. Размахался дьявол пучеглазый. Посвети, колода. Суды. Кто такие? Князь воеводы верные слуги. Думный дворянин Ларионов и дьяк Молокоедов. Видать, с утра с новостями. Важные птицы? Куда и там. Худые вести, князь воевода. Говори. Нынче ночью на Двинском льду безымянные злодеи убили Андрюшку Сосновского, хлопя твоего. Андрюшку? Андрюшку, князь. Заледенел он и оскалился. Ограбили? Кабы ограбили, тогда ладно, дело просто. Не ограбили? Кое деньги при нем были, все остались. Ага. Что же, шапку сняли? Не тронули. И полушубок с твоего плеча, что жалован за службу, на нем. Андрюшка давеча сказывал, что видел тут, в городе, беглого с Азова стрельца. Сей стрелец опознал его и матерно ругал. Известно ему, что Андрюшка дал тебе извет в Азове на тамошних стрелецких бунтовщиков. Ну? Говорил поносные слова на тебя. На меня? Что, де, зря в Азове тебя на копья не приняли. Сказывал еще, чтобы, дескать, Андрюшка перед смертью не грешил. С Азова весточка дошла. Куда же деваться-то? Господи! Розыск бы начать, князюшка, самая пора. По горячему следу. Да так-то оно так. Да ведь пожгут. Пожгут, не обеднеешь. Государь-батюшка не оставит. А мы с дьяком медлить не будем. Андрюшку убили, начало лучшего и не надобно. Велишь ли? Велю. Только с умом надо делать. Сими днями начнем. Господи, не дай погибнуть злою смертью. Сотвори ворогом моим казнь лютую, Господи. Чего там, Егорша? Че слыхать-то? Да много слыхать, Сильвестр Петрович. Ночью холопа боярского порезали. За что? По-разному болтает Сильвестр Петрович. А еще уже весь город Архангельский знает, как надобно шведа опасаться. Что крепость строить будем? Правду толкуешь? Сроду не врал. Да и то. Что да и то? Боярин-то нынешний Алексей Петрович сюда с Азова пришел, а его будто там на коле вздеть хотели. Не твоего ума дело. Покуда почивали, я полгорода оббегал. Брательника Агея повидал. Семисадов. Ему, помнишь, при Азове ногу ядром оторвало? Здесь на деревяшке ковыляет. Кочнев
Тимофей здесь, на верфи корабельной. Рябовец искал? Не видал, что ли? Потонул кормщик. Нету более Ивана Саватеевича. Взяло его море. Ты что, белины объелся? Как так взяло? Когда? Ушел он на дальние промыслы и не вернулся. А вдовела Таисия Антиповна и крестник ваш Ванятка, сиротинка. Вечная ему память. Большого сердца был человек. Всех рыбарей и мореходов, кто на корабле не взят, нынче же ко мне. Да куда собрать-то? Здесь у боярина что не скажешь, куда не надо и разнесут. А не стать ли нам на жительство к Таисии Антиповне? Старик-то Тимофеев помер. Ну а изба у них чистая, просторная. А жильцов-то вдовица, сын Ванятка, да бабенька Евдоха. Вот что дадите на жительство, все им в помощь. Живут они худо. Страсть. Да примут ли? Вы же крестный отец, нельзя не принять. А житье будет, не нарадуйтесь. Ведь таких хозяек поискать. Он и есть крестник мой. Он. Ну, здравствуй. Здравствуй на все 4 ветра, коли не шутишь. Не шучу. Ну, веди, хозяин, в горницу. Здравствуй, Афанасий Петрович. Рад тебя видеть. И я рад. Что, Афанасий Петрович, переменился я? Да и есть грех, Сильвестр Петрович. Был, прости на правде, в юноша, а ныне муж. Да и ты не помолодел, господин Крыков. Дядя Афоня, видишь шпагу тебе в такую? Будет и у дяди Афони шпага, дитятка. Царя Ивана Васильевича, жалованная грамота кормщику ладейному Ивану Саватеевичу на плавание во все моря и земли Даглицкой и Римской. Это как же? У Ванюши моего покойного и родитель, и дед, и прадед в дальние моря хаживали. Окрестились то Салатеями, то Иванами. Да деда Ваниного грамота у бабеньки Евдохи хранилась. А еще есть рукавицы старые Ванины под иконой висят. А более ничего. Бахилы еще тятины, вам барушки, только дырявые, и не сгодятся тебе, дядюшка. А ты кем будешь, воин? Рыбаком. Испужаешься. Меня дядя Афоня на Карбас брал, в море ходили. Так куда определишь на жительство, хозяйка? Да не знаю, понравится ли тебе у нас, Сильвестр Петрович.
Сейчас тихо. Бывает двое-трое сирот. Может, пошумят. Что за сироты? Бабенька Евдоха случаем подбирает. То дело Божье. Сироты нас не беспокоят. Пойдем, сынок. Ну, капитан-командор. Да уж умник, умник. Что бы я без тебя делал, ума не приложу. А пропали бы, Сильвестр Петрович. Ей-ей пропали. И в Голландии бы пропали, и в Лондоне. С голоду бы померли. От ворога бережения не видно на всем пути, что ехал. Надо, Семен Борисович, сим делом со вниманием заняться. Господин капитан-командор, не для доноса говорю. Кое слово воеводе скажешь, насмех поднимает. Сиди, говорит, тихо. Говорит, может, государь полюбовно брату своему королю Карлу наши богом забытые места отдаст. Дважды просился отпустить на покой. Не пускает. Лается. Сиди, говорит, тихо. Нет, Семен Борисович. Не то время, чтобы честных воинов от дела отпускать. Так не будет. С утра смотр стрелецким полкам. Какие не есть без обману. Которые оборванные и драные. Пусть так и идут, поглядим. Завтра же начнем караульную службу. Постарел Сильвестр Петрович. Седина в волосах. Ну вот. Вы тогда ушли на шлюпке-то, больше-то мы и не виделись. В тот раз мы собрали провианты у турки, одни гранат, почитай, 5,000. Без ноги-то как? Трудно. Да ничего, обвык. Море тяжеленько, на земле по малости живем. Господа честные морского дела работники. Господа. Господа, все, что нынче вы здесь услышите, есть обстоятельства секретные. Имеем мы свидетельство, что король шведский Карл располагает напасть своим флотом на город Архангельский, дабы положить конец кораблестроению. Он, король Карл, желал бы видеть всех мастеров повешенными, а верфи с таким кровавым трудом построенные, сожженными. В бережении от той великой беды Его Величество государь Петр Алексеевич повелели нам строить на Двине крепость. Крепость мы построим, но не только в ней толк. Все вам здесь знаемо, все тут свое. Дайте совет, как еще уберечься от лихой беды. По правде говорить, Сильвестр Петрович. По правде, боцман. Иноземных купчишек всех до единого на съезжую. То главнейшее дело. Вздор не мели. Вы совета спрашивали, Сильвестр Петрович, я совет говорю. Забыли, как под Азовом голландец Янсен, царев крестник, туркам переметнулся. Так ведь колесовали Янсена. Беду, что он учинил, тем не исправили. Воевода еще. Чего воевода? Говори, господин мастер. Говори, слушаем тебя. Господин капитан-командор, мы еще с Онеги вместе на Москву ехали. Корабли в Переяславле ладили. Вместе с царев забав начинали. Вместе голодовали, холодовали, вместе щи хлебали, где одна капустка, другой ау кричит. Всяко было. Было и то, что вы мне 5000 золотом доверили, чтобы отвез на прокормление работным людишкам. Было так, господин капитан-командор? Было. Всегда тебе верил господин Кочнев. И уму твоему, и таланту Богом данному, и чести твоей. А коли так, то и тому поверьте, что нынче вымолвлю. Воевода здешний
боярин князь Прозоровский. Он нам по обычаю и судья, и защитник, и первый воин. А случись лиха беда, он нас и продаст. Ты к чему о всем говоришь? А к тому, дабы чего не случилось, надобно казнокрада да лихаимца боярина воеводу на первой осине вздернуть. Молчать! Ваше ли дело воеводу судить? Воевода царским указом прислан его царю судить, а не вам! Дело нужно говорить. Как от ворога упастись. Жду советов, господа, с надеждой. Эх, Сильвестр Петрович, хороший ты человек, а все ж гляжу на тебя и думаю. Сказал бы словечко, да вот недалечко. Ну и народ, ай народ. Наплачься ты с ним, Сильвестр Петрович, да? Им волю дай, они всех перевешают. Сегодня Прозоровского, завтра Апраксина, потом меня. Что же делать-то, Господи? Чего пришли, полуношники? А с того пришли, что скрутили нашего Гриднева, повлекли на съезжую. Давай. Холопь княжеского на Двине ты побил? Известно я. Один? Не полком часть селенка-то не обижен. Вот чего нам не хватает. Ты имел, дружок, и без мушкетов воюешь. По всему городу шум. Ну да, одним юдой меньше. Это не дела, а смехи. Ефима-то за что взяли? Вкружали воеводу, облаял. А селенки у нас не хватило, не сдюжили, уходить пришлось. Пуглив больно. Ну да, ты тут-то бесстрашен сидеть, ты бы вот там повоевал. Пытать его будут огнем, жечь. За что? Мерзавцы, лопотлые! Царя с Стекольным помели, бусурманов привезли. Кончает веру истинную, кончает, блядь! Уймись, кликуша. Ты кто таков есть, а? Ты кто? Бритомордый, табачищем воняет. Сатана, уйди от меня! Уймись! Быть кончине мира, быть. В полночь, в субботу на воскресенье, перед Масляной, быть кончине мира. Водой его, что ли, опрыснут? Мучитель. Мужики из-за него от дела отходят, а он помирает, готовится. А полоумную право. Уйду я от вас. Уйду. Нечего мне с вами делать. Иди, иди. И впрямь нечего, кликушествуешь только. Силище, черт. Не жрет, не спит, как по сей день не помер. И ведь мастер на диво. Все сделает. Копье, пушку. Афанасий Петрович, дай пистоли, мушкетов, пороху, пуль. У тебя ж целая клеть. Дай, не пожалеешь.
Рано, друг. Как на Азове будет, а то и плошь. Не веришь, что народ поднимется? Аля, от дела отстать хочешь? Не дури. Мало нас еще, мало. Вряд ли одолеем обидчиков. Да и швед на город собрался, рассуди, как быть. Поднимемся, а в это время швед на город нагрянет. Ему, вору междоусобья, наша на руку. Ослабнем мы, легче ему нас брать. Вот и выходим мы перед городом Архангельском, перед Москвой, перед Русью, изменниками. Так, или не так? Ладно. Скроюсь я пока. А ты, Афанасий Петрович, живи тихонько. Тебя с нами не видывали. Ты о нас не слыхивал. Понял ли? Понял. Ну, прощай, брат. До доброго часу. Прощай, друг. Авось свидимся. Авось. Квасу принесите. Соленого на питье тянет. Ну, дядя, будешь сказывать? Это, сука, не дядя. Сенататы. Ой, вот она, копья. Детей Иванов по топор. Душегубы изверги. Суки. Змеи яспиды. Ай-яй-яй, не по-божьему черными словами ругаться. Говори добром, повинись, назови дружков. А для облегчения тебе буду спрашивать. Говори, какой проходимец от Азова здесь был, который вас на воеводу подбивал. Говори, кто еще его слышал. Жги. Чего не жгешь, собачий сын? Кончился. Не сдюжал. Теперь худо будет. Он, покойник, один того проходимца Азовского видел. Теперь не отыскать заводчика бунту. И мать всех, кто в подозрении. Ну, давай. Афимка-то моя, золото-жонка. Как она тебя метлой-то? А могла и кипятком. У меня там. Древен гроб сосновой, ради меня. Ты не зевай, ты побуди со мной. Я чай в певчий не нанимался. Поговори. А что не поговорить-то напоследки? На том свете намолчимся. Пес!
Я пес да не лаюсь, а ты праведник да гавкаешь. Я хоть и грешен, пойду к Богу на суд. Заждались у тебя там. Небось, сокрушаются. Иди он, любезный наш Федосеев. Слушай, ослабони от греха, а? Убью ведь. Так, для разговору. Так во сне и представимся? Или как оно сделается? А? Иди, дробишка, расстарайся. О! Дядечка, ты спишь? А где дядька-то ваш? Он щей похлебал, теперь сети чинит. А мамка его на одежду всю спрятала, чтоб помирать не ходил. Чего? Ну чё, все дровишки колешь, а? Но ничего, не дадут помереть. Солдаты народишко и маются, это день строить. Ой, всех подчистую. Ну, ежели готовый покойник, не тронут. А которые дожидаются страшного суда, тех берут. Давеча, сказывают, Фадейку забрали. 6 дён в гробу лежал. Как будем делать, а? Я-то уйду от них, а ты твое дело. Не уйдешь. На рогатки возьмут. Ах ты, окаянный! Ой. Я тебе сколько раз чё ты, говорила! Сколько раз я тебе говорила! Никуда не пойдешь, а? Хворь его было скрутила, да одолел он лихоманку. Исхудал, ноги непослушные, а все носится. То в устье Двины, то на цитадель, то в город. Но, видать, недолго протянет господин Ивлев. Уже о 3 ногах пошел. А годы не старые. Господин капитан-командор в Европе жил, а невежество явил азиатское. От лекарских услуг моих отказался. Недолго протянет анафема. Как лето сделается, почернеет и отпоем. Приберет Господь, возрадуемся, а ныне рано. Иди. Подоведуюсь к нему еще. Выгнал он меня. Я, как велено было, припугнул, будто верно. Я, бедняк, донес, что сбирается его смертью извести. А он посмеялся да выгнал. А ты про то позабудь. Нехорошо делает господин капитан-командор, что не ходит к вам. Все сам вершит. Как будто князя воеводы нет. Не тебе о наших делах судить, господин лекарь. Не забывай, он государем поставлен. Ты мне вот лучше что скажи. Велика ли сила шведов? Нарва на многие годы все предопределила, князь. Ну, коли придут, пожгут город. Король Карл слов на ветер не бросает. Большими силами придет, как ты думаешь? А малыми идти не имеет смысла. Угу. Да, ну вот капитан-командор строит крепость, льет пушки, учит стрельцов. Че молчишь? Я посоветоваться хочу, а он молчит. Я бы мог предположить исход сражения, если бы знал, какова будет крепость. Ну, об этом узнаем. Строит ее инженер Егор Резин, бременец. Пригласите его. Приласкайте. Мы европейцы, мы ведь быстро найдем общий язык.
Видишь, как разорвало? Хорошо еще меня не убил. Вставай. Вставай, что ли? Че ж ты, дурак какой? Че разбойничаешь, в чем душа так держится? Бегли мы с верфи, били. Там 13 кнутов. А раньше мы здоровые были. Ничего. Ничего. Да вставай, простынешь! Лежи, что ли? Раз с вами сдюжишь, вы поди хлебушка едите. Шел к дьяволу. Это ну что, отпускаете, что ли? Вали отсель, пока кнутом не огрел! Прощайте, значит. По-христиански. Брезгите, значит, от своего боярства, а? Только я это вам не прощаю! Не прощаю! Мы еще свидимся! Брось. Я, сколь дён вино пия, грешен. А ты, я часть дороги от Ренского не откажусь. Пойдем в покой. Негоже им глядеть на сей срам. Садись. Видал, прибрал ты город Архангельской, дозоры ходят. Писал государю о тебе. Ты пей, со мною можно. Что, воевода Прозоровской мешает делу? Покуда не слишком, владыка. Станет писать на тебя, порочить. Будь к тому готов. Он вчастил государя. За что ж в чести? За то, что стрельцы, лютые враги государевы, взбунтовавшись, требовали выдать им князя. Понял? Понял. Вернейший он для государя человек. Состоит при воеводе думный Ларионов. Хуже собаки свет не знал. Алексей Петрович, что думный прикажет, то и сделает. Так-то. Тяжко тебе будет здесь, тяжко. Ты для чего ко мне приехал? Вино пить? Нет. Просить милости, дабы монахи потрудились на цитадели. Камень возить, и звездку, лес. Пущай возят. Небось, жиры-то позгоняют. Благословляю. Далее что? Колокола буду созвонить снимать. Пушки нужны, отче. Обороняться от шведа нечем. Раскаркается, поди вороньет. Ну да ничего, я их словом Божьим к смирению призову. Ладно. Бери монасий, сымай колокола. Еще дела есть? Все, владыка. Ежели воевода зачнет встревать, ты свое работай, а с ним потише. Вреден. Ох, вреден. Крепость будет превосходная. Даю вам голову об заклад, что ни один корабль городу мимо крепости не проследует. Первый раз слышу. Все тайно, все тишком.
От меня, от воеводы все скрывают. Ну что это такое? А разве князь не имеет чертежной копии крепости? Как это не неприлично, но чертежей князь не видел. И вы, тоже почтенный магистр, тоже не видели? А вы давно знакомы с капитан-командором Ивлевым? Это он вас пригласил в Россию, да? Да, он об этом попросил Петра Алексеевича. А познакомились мы с ним в моем родном времени. Господин Ивлев постигал там математику, фортификацию. Ну, я ему немного помогал. В Венеции мы с ним побывали, на верфях голландских. Да. А князь у себя под боком в крепости побывать не может. Без приглашения я туда ни ногой. А я вас приглашаю, князь. Окажите великую честь, посетите крепость. Я сам вам все покажу. Хорошие услуги хорошо вознаграждаются. Кем? Герр Ивлев напрасно так не дружен с воеводой. Князь влиятельное лицо. Вы долго жили в Швеции. У вас шведское произношение. Лекарь датского происхождения или же выдающий себя за датчанина Ларс дес Фонтейнес должен нынче же отбыть за кордон. Ты что же, батюшка мой, белины объелся? Али тебе неведомо, что сей славный лекарь с царскими войсками под Азов ходил? Под Нарвой наших воинов пользовал. Слишком смел стал. Голубчик. В Москве за это по головке не погладят. Иноземный лекарь замешан в делах, кои рассматриваются как служба ворогу. Сиречь шведской короне. Тайный шпион, вот кто твой магистр. Ежели не отдашь лекаря добром, означает, ты ему помощник. Волею или дуростью, а потом на Москве спознают. Что ж, хлопот много. Может, я и не разглядел этого лекаря. Так-то оно лучше. Сдашь всего иноземца соловецким тюремным монахам, они доставят его до рубежа. С Богом! Раз-два! Куда прешь? Вы что, отцы честные, ноги не знаете? А ну, сдень, который рукой креститесь! Вот так! Как скомандую правой, сразу думать! Чем креститесь, тем и шагайте! А ну, левой делай! Левой! 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 Зачем звон? Все живой. Ждешь твой суд? Не жду. Хватит. А чего ж делать станешь? Вот, зван, может, пушки лить, коли надобно. До времени. А позже? Позже отыщу, кто всему виной. Потом отыщу и накажу. Auf Wiedersehen. Жди. Жди.
Долго мне еще столбить-то? Коли не достать ее было нигде. Чего не достать? Афанасия Петровича Крыкова просит пожаловать к себе капитан-командор. Всем встать смирно! Указом Его Величества, государя Петра Алексеевича, бывший поручик Крыков Афанасий Петрович, лишенный сего звания по навету, производится в капитаны. Целуйте шпагу, сударь капитан Крыков. Того всего и не было. Забудь, голубчик. Ну, брат! Да я тебя обниму! Ой, ой, красавицы какие. Чего молчишь, молчальница? Рассказывай, что на Москве. Писем тебе сумку привезла. Ну, иди сюда. Каково же будет твое решение, Таисия Антиповна? Да я не тороплю, я буду ждать, сколько велишь. Год, два. Ты только оставь мне надеяться. Много ты ко мне добр, Афанасий Петрович. Этого я тебя вовек не забуду. Хорошее начало. Теперь знаю, каков конец. Люба мне до гроба моего. Ну как же быть-то? Капитану Крыкову! На караул! Доброго учения! Там видно будет, каково учение. У шведа спросим. Что случилось на галере? Кто-то пытался удрать? Русские. В этом диком уляборге всегда что-нибудь случается. Поймали? А вам что до этого?
Вы комит? Ну и что из того? Мне капитан нужен. Руки не мыть и пить. Фуфалерало, фуфалерало. Поскорее пить, поскорее пить. Потамкова черта вам надо. Вы славно проводите время, пока ваши каторжные бегут с галеры. Я думаю, вас за это не похвалит капитан. Кто вы такой? Я тайный агент Его Величества. Всем подданным короны под страхом лишения жизни надлежит во всем мне помогать. Читайте. Вы отсюда идете в Стокгольм? Стокгольм, Герри. Я имею чин премьер-лейтенанта. Возьмете меня на борт. Советую вам протрезветь и навести порядок на галере. Шиурма умрет от голода. Что такое для гребца 3 унции сухарей в день? Только за последний переход мы бросили в море 16 трупов каторжан. 16. Полное истощение. Сколько человек сбежало? 9. 3 поймали. Кто помог расковаться? Вот он, русский из военнопленных. Ты русский? Русский. А как тебя зовут? Щербатый. А тут кличку как псу дали. Преступники перед побегом получили от него письмо. Ты давал им письмо? Ты тот шпион, который доносит московитам о том, что готовится экспедиция в город Архангельск. Так? Ты имеешь своего человека в Стокгольме, да? Кто тот человек? Говори, иначе я с тебя сниму кожу с живого. В трюм каплями лить холодную воду на теме. А одного из беглецов вздернуть на ноги. Что ж, и Минка Чистяков вам тоже зачтется. Ты кому-то угрожал? А ты можешь изменить свою судьбу. У тебя есть 3 минуты. Подумай о том, как прекрасна жизнь, как рано тебе умирать. Ты будешь прощен, если назовешь известные тебе имена. Много русских? Больше половины. Попали к вам после Нарвы? Да. А остальные? Есть и шведы. Теперь наказывают галерами за неподчинение своему дворянину. Такие тоже есть. Немало, Гарри, премьер-лейтенант. Я раздумал. Тебе не удастся так легко умереть. Тебя будут стегать кнутом до тех пор, пока ты не назовешь имена или не скончаешься. Начинайте. Ты хочешь говорить со мной?
Я не буду с тобой говорить. Боюсь, что тебе немного осталось жить. Русский спустил дух. Он ничего не сказал? Ни слова. Вот таковы они все. Только безумец может затеять войну с этим народом. Шведский здравый смысл, где ты? Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять всю нелепость этой затеи. Ход! 5 узлов. На большее вы не способны? Наш король безумец. Ты слышал что-либо более оскорбительное для его величества? Пусть спасет его святая Бригитта. Подписывай. Он еще смел кричать на меня, когда бежали пленные. Негодяй. Такие, как этот проходимец, кончают жизнь на плахе. Мое имя Ларс Десфонтейнес. Герр премьер-министр назначил мне аудиенцию. Граф Пипер ждет вас, герр премьер-лейтенант. Прошу. Вот я и вернулся, граф. Не такого возвращения ждали от вас. Говорите, я слушаю. У меня есть просьба. Просьба потом. Говорите о деле. Я давно не был в королевстве, граф. Мне хотелось бы знать, что здесь думают о России. Вот это и есть моя просьба. После разгрома русских под Нарвой теперь наша дорога на Москву. Его Величество объявил своим указом экспедицию в Архангельск. Город будет уничтожен. Но это только мера для прекращения связей московитов с Европой. Москва – это истинное решение восточного вопроса. Золотой крест на синем поле над русским Кремлем. Надеюсь, вы согласны со мной? Нет. Вы не согласны? Решительным. В чем же именно? Многие поражения армии происходили от того, что противник был недостаточно изучен, и его считали более слабым, чем он есть на самом деле. Умалять силы и возможности противника – это преступление перед короной, за которое надобно колесовать. Да, граф, колесовать. Дипломаты и послы, быть может, и правильно поступают, изучая сферы, близкие ко двору. Но я 8 лет в России посвятил совсем другому. Я изучал народ, изучал страну, характер населения, нравы. Нравы? Да, герре, нравы и характеры. Я изучал народ, который мы должны уничтожить, дабы проложить тот путь к Москве, о котором вы только что говорили. Ибо иного способа завоевать Россию нет. Интересно. Вы говорили о поражении русских под Нарвой. После Нарвы мы выбили медаль, и на ней был изображен плачущий Петр. Да. Шпага царя брошена, шапка свалилась с головы. К сожалению, граф, шпага не брошена. Рука московитов крепко сжимает ее рукоять.
Русские солдаты сражались под Нарвой до последней капли крови. Я никогда не забуду, как они уходили с развернутыми знаменами под барабанный бой. Кто видел это поражение, тот не может не задуматься о будущем. Но все-таки поражение... Но оно многому научило русских. Да, им трудно. С них берут налоги за топоры, за бани, даже за дубовые гробы. Мужиков гонят на непосильные работы. Люди умирают на строительствах крепостей, дорог, верфях. Но они строят корабли, создают и вооружают новую армию, отливают пушки. Они не пожалели даже на это колокола своих церквей. Россия упорный и сильный противник. Швеции надо готовиться к смертной битве с противником, которого поражение сделало умней. Россия становится иной. Вы хотите сказать? Я хочу сказать то, о чем никто в Швеции не говорит. Война с Россией безумие. Мы можем презирать эту страну, но мы должны искать дружбы с нею, вести торговлю, быть добрыми соседями. Русский сильный народ. В этом вы можете убедиться, повидав того каторжника, который пытался удрать с галеры. Наша беседа слишком затянулась. Я не жду от нее никакой пользы. Вам же рекомендую не торопиться делать свои выводы. Делать выводы и принимать решения может только его величество. Запомните это, иначе дорого заплатите. Совет согласен выслушать вас. Говорите о слабых сторонах русского войска. Только это спасет вашу репутацию.